Всем привет, с вами Дэн, и сегодня хочется, знаете, о чем поговорить? О лете, а именно о хронографах кварцевых и механических, которые стоит рассмотреть на это лето. Обычно говорят про дайверы, но хронографы это одно из самых популярных и самых интересных усложнений. Так что моя пятерка, которую я сегодня подобрал и хочу вам показать. И начнем мы сегодня с Эрбелин хронограф и в крайне необычном корпусе. Давайте открывать коробку, смотреть. И хочу сразу сказать огромное спасибо Bestwatch, которые дали возможность пройтись по своему магазину и подобрать интересные хронографы, которые я вам сегодня и покажу. И здесь необычный форм-фактор. Квадрат. И здесь у нас квадратный корпус, и, как мне кажется, это прям то, чего сейчас достаточно мало на рынке. И более того, здесь очень сдержанный квадрат, здесь очень эстетический квадрат. Я бы даже сказал, что здесь в каком-то плане панда, ну не совсем прям панда, но очень интересная. И здесь отличные размеры. 40,5 мм на 40,5 мм, высота 11 мм, сталь 316L, кварцевый хронограф, сделано во Франции, сапфир, 100 метров водозащиты. И корпус выглядит очень свежо, очень современно и, я бы сказал, необычно, потому что в этом форм-факторе, Эрбелин сделал что-то необычное, не похожее на других. Мне нравится то, что здесь с одной стороны грани такие звенящие, резкие, но переходы достаточно плавные. Плюс есть вот это интересное сочетание сатинирования и полированных поверхностей. Причем кнопки хронографа очень элегантно сделаны, прям по-французски, они прям практически скрыты. Да? Вот мы нажимаем и запускаем хронограф. Нажимаем, останавливаем и сбрасываем в ноль. Кнопки здесь кажутся частью корпуса, кажутся частью таких защитных наплывов на заводную головку. Класс, мне нравится. Мне нравится также здесь 6 винтов на ранте. Элегантно, интересно. И когда мы говорим про квадратный корпус, обычно вспоминаем что? Такхойр Монако. Но эти часы не похожи на Монако. Они тонкие, они очень изящные. Я бы сказал, что для лета, особенно с учетом того, что здесь каучуковый ремешок FKM, да, который FKM все-таки более удобный, они более высокого класса, устойчивые к влаге, жаре, износу. И это приятно как раз-таки в этом варианте такие часы. Потому что, опять же, лето, солнце, жара, 100 метров водозащиты, так что можно, в принципе, с ними и поплавать. И, кстати, у Bestwatch они по шикарной цене в мае, так что я оставлю ссылки на все сегодняшние часы, на всю подборку. Посмотрите актуальные цены уже на сайте. Но я выбирал как раз-таки, чтобы цены были очень-очень интересные и приятные. Ну что ж, давайте посмотрим, как на запястье эта модель. И с учетом того, что здесь небольшой корпус, всего 40,5, а мое запястье 18,5, классная посадка. Они невысокие, у них практически нет ушек. Сразу же у нас интегрированный ремешок, сразу уходит вниз, и посадка здесь прекрасная будет как на небольшое запястье, так и на среднее. И в принципе и на крупное запястье, я думаю, эта моделька сядет неплохо. Ну, красиво. Красиво, элегантно, необычно. Вот интересно, как французы обыграли эту тему с квадратным спортивным хронографом. Классно. Ну, здесь как бы и автоспорт, и яхтинг, понятное дело, как вы хотите, так и интерпретируйте. Мне как-то ближе автоспорт, но опять же, с учетом того, что лето, солнце, жара, море, то яхтинг здесь тоже вполне себе подходит. И мне нравится, как здесь вот такой французский, наверное, взгляд на спортивную часовую классику. И в каком-то плане здесь элегантнее, чем у других получилось. И за счет того, что кварц, они не высокие, это тоже большущий плюс, мне нравится. И в целом, с учетом того, что, как бы такая неочевидная модель, да, как Patek Philippe Cubitus, да, тоже можно сказать. И, наверное, кто уже устал от того, что у нас достаточно однообразные хронографы, однообразные спортивные модели, вот здесь как раз тот самый вариант, который можно подобрать, если вам хочется чего-то такого необычного, но при этом летнего, позитивного и достаточно сдержанного. Элегантно, красиво, симпатично, с шикарной отделкой. Мне кажется, вариант прям такой очень даже ходовой на лето. Ну и вот горизонтальный такой, да, здесь текстура, гильёж на циферблате, это такая характерная черта линейки Кап Камара у Herblé.
И мне нравится, как это выглядит. И посмотрите, да, какое у нас здесь роскошное, шикарное качество по отделке. И это впечатляет. Это здорово. И еще одна модель от Airbelen. Это Newport Carbon в титане. Версия, наверное, те часы, которые мне нравятся больше всех в сегодняшней подборке. И они, по-моему, прям самые такие яркие, сочные и именно летние. Это, кстати, у них ключевая коллекция бренда, да, вот именно такой спорт-люкс с характерными ушками, которые, как говорит Airbelen, вдохновлены иллюминаторами яхт, спортивные, легкие летние часы. И причем внутри одной коллекции им удается сочетать и кварц, и механику, и легкие модели, и дайверы, и скелетоны, карбон, титан. Короче говоря, много вариаций, но при этом узнаваемый единый стиль сохраняется. Это, мне кажется, важно. По диаметру здесь 46,5, и казалось бы это много, но мы видим, что здесь ушки достаточно специфические, и они сразу уходят вниз, поэтому на запястье будет смотреться очень даже интересно. Сейчас покажу обязательно. Высота здесь 16,3 мм, сапфировое стекло, внутри калибр Sellita SW501 с запасом хода 62 часа, и здесь есть усложнение. Приятное, классное, опять же такое яхтенное, потому что есть функция обратного отсчета времени регаты. 500 штук всего лимитка, и вот в этой версии с желтыми акцентами, с желтым FKM ремешком. Шикарно, мне нравится. Необычно смотрится, очень такое спортивное, очень летнее. И как видите, да, несмотря на то, что корпус здесь достаточно крупный, опять же, это все-таки хронограф, почему нет? Это летние часы, это часы на средние, на крупные запястья, но ремешок уходит вниз, он хорошо обхватывает запястье, и посадка здесь весьма и весьма удобная. И очень классное сочетание, такое беспроигрышное всегда, яркий, очень такой лимонный, желтый и черный цвет. Ну и, конечно же, здесь современные модные материалы, потому что у нас корпус идет из кованого карбона, задняя крышка из титана с DLC покрытием, за счет чего у нас достигается достаточно небольшой вес, плюс такой стиль, то есть такой матовый черный стиль, и очень круто выглядит, особенно в сочетании с желтым. Летний, яркий, динамичный характер, достаточно легкие часы, несмотря на размер, опять же, летний такой стиль, да, загар, белая футболка и 300 метров водозащиты. То есть с этими часами, и тем более у нас FKM ремешок, в принципе, можно дайвить на серьезные глубины. Это здорово. То есть эти часы хоть куда. Ну и, конечно, здесь много усложнений. Как я уже говорил, функция обратного отсчета. Здесь дата, здесь день недели. Запускаем хронограф, механика, и все классно, все красиво и достаточно сдержанно. При этом на читаемость не сказывается большое количество усложнений, потому что у нас часовая и минутная стрелка, контрастный люминофор здесь, и они очень контрастно за счет белого люминофора выглядят на таком объемном, кстати, очень воздушном, мощном циферблате, черный, тоже с такой черной текстурой. Классная читаемость, классный стиль и достаточно необычный дизайн сделали здесь французы в этой вариации. Мне нравится. Мне кажется, это просто бомбическая модель и очень-очень такая летняя, я бы сказал, яхтенная, да, и дорого выглядящая. А это, согласитесь, немаловажно, особенно когда мы говорим про механический хронограф. Но здесь прям все шикарно. Матово, сдержанно, но при этом видно, что дорого. И это, кстати говоря, должно чувствоваться во всех часах именно вот такой летней яхтенной стилистики. Мне кажется, в этой модели чувствуется наиболее ярко. Кстати, лимитка 500 штук всего таких часов выпущено. И от французов переходим к немцам. И у нас Glashütte, Tuttima. И здесь, конечно, будет красота, технологичность. И одна из моих любимых моделей от Tuttima
Ну и если мы говорим про летние хронографы, то, конечно же, что может быть лучше, чем летний хронограф на каучуковом ремешке и в желтом исполнении? Ну, вы знаете, я питаю слабость к немецкой школе и часостроения, и дизайна. Это всегда Баухаус, это всегда сдержанность, это всегда лаконичность, технологичность и, конечно же, это такие Tool Watch. И Tutima, а данная версия это Saxon One хронограф, несмотря на желтые акценты, это как раз такие классические немецкие часы-инструмент. И здесь в них прекрасно все. И лаконичность, и вот как сделан циферблат, как нанесены метки, какая читаемость. Здесь все вот угадывается, как мне кажется, прям с первого взгляда, что это классические немецкие, очень технологичные классные часы. 43 мм у нас по диаметру, толщина 15,7 мм. Внутри калибр Tutima 5.2.1, 25 камней, 48 часов запас хода. И здесь, как видите, у нас центральная часовая, минутная стрелки, секундная стрелка вынесена в отметке 9 часов. Есть также здесь дата у отметки 3 часа и хорошо вписанная такая 12. Да, у нас сейчас вот здесь дата 12, черная подложка, контрастная, хорошо читается, но при этом с точки зрения дизайна никуда не выделяется. И это классно. Здесь есть яхтенный таймер, здесь секундомер и счетчик времени 12-24 часа. Опять же, мы говорим про летние, морские, солнечные, яркие часы. И как раз здесь, с одной стороны, у нас Tool Watch, а с другой стороны, яркие часы. Ну и что же, давайте запускать хронограф. И опа, смотрите, как интересно. У нас две стрелки. Одна секундная, а вторая минутная. Вторая стрелка отсчитывает минуты. И поэтому этот глубоко модифицированный хронограф от Tutima, и он называется CSM. Центральная стоп-минута. Да? И это интересное, необычное усложнение. Видите, секундная идет, минутная пошла отсчитывать. И это классно, это магия. Это очень необычно. И, кстати, мне кажется, именно в такой версии вот, считываемость для хронографа секунд и минут, она более даже, наверное, понятная и наглядная. Минуты, секунды, здесь часы, здесь у нас индикация 24 часа, здесь секунда основного хронографа, минуты, да, и часы основного. И здесь вот пошел у нас уже хронограф. И это классно. Вот здесь они сделали, конечно, красотулечку. Очень круто. Мне нравится. Tutima вот с этой линейкой, где у них именно этот механизм стоит, мне кажется, это крайне интересное усложнение и всегда приятно именно вот такие часы в коллекцию получить. Ну и понятно, что здесь, конечно же, Glashütte, да, то есть это немецкая высокая часовая школа, главная часовая школа в Германии, конечно же, все идет из Glashütte. Ну и мне нравится, если мы говорим в приложении к лету, солнцу, морю, вот этот вот вариант именно в желтом цвете. Он, по-моему, классный. Здесь и высокая механика идет, и здесь часы, собственно, для лета. Видите, на моем запястье посадочка-то шикарная, ремешок интегрированный, и вот в этом сочетании, ну, прям классно. Прям ярко, красиво, желтый такой гоночный цвет, очень классно, редкая коллекционная модель. Кстати, всего лимитка 100 штук таких выпущено, и, вероятно, это последний экземпляр. Ну, в России понятно, что кроме Быстровоча никто их не продает, а возможно, что и в мире это тоже один из последних, если не последний экземпляр. 200 метров водозащиты, так что можно с ними дайвить, с этими часами, сапфировое стекло. В общем, часы хоть куда на любые мероприятия. И это классно. Мне нравится здесь и дизайн, мне нравится здесь, естественно, и качество, и стиль. Ну, посмотрите, какая красотища-то, а. И вот именно контрастный такой черно-желтый, такой как оса, да, цвет, он еще и красиво смотрится, когда у нас идет движение на циферблате. Ну, это крайне необычно. Шикардос. Нет, Tutima, конечно, красавчики. Давайте сбросим в ноль. И все, у нас опять вторая стрелка минутная скрыта. Но понятно, что не все хотят именно что-то такое яркое на лето. И
в этом плане можно подобрать что-то более сдержанное, что-то более в стилистике милитари. И вот у Тутимы, например, есть классная линейка, которая называется M2. И конкретно сегодня я вам покажу M2 Coastline, хронограф, такая прям максимально инструментальная модель, максимально сдержанная, небольшая, здесь 43 мм по диаметру. Как видите, ушек опять же нет, поэтому на любое запястье практически они сядут. И высота здесь 15,8 мм. 200 метров водозащиты, так что модель опять же таки хоть куда подойдет. Давайте хронограф запустим. Он у нас идет. Красная центральная стрелка, здесь индикация, значит, минуты, подсчитываются здесь секунды, здесь часы, дата и основная секундная стрелка и плюс у нас часы, минуты, секунды. Опять же таки, супер инструментальный дизайн, супер сдержанный, супер, опять же, немецкий, с классическим даже вот таким дизайном немецких браслетов. Очень узнаваемая стилистика, и в этих часах есть еще и военный такой исходник, потому что модель вдохновлялась легендарным хронографом Тутима еще 1984 года, которые были официальными часами пилотов немецких ВВС с 1984 года. Ну и 200 метров защиты, сапфировое стекло, так что опять же часы можно где угодно использовать. Внутри калибр механизма Т310, 25 камней. Здесь глухая задняя крышка с натовским логотипом. Ну, понятное дело, что часы для официального использования. Ну и вот посадка на моем запястье 18,5. Очень удобно. Ремешок, да, у нас сразу браслет спускается вниз. Корпус такой обтекаемый. Классная читаемость, потому что у нас черный и белый цвет. И вот красные небольшие акценты. Все матовое, все шикарное при любом освещении, при любом позиции часов. Здесь по читаемости никаких вопросов нет. Это классические немецкий Tool Watch. Кому-то нравится, кому-то кажутся, может быть, излишне такими серьезными. Но, опять же, если вы присматриваете что-то вот такое максимально сдержанное, видите, здесь полностью корпус с сатинированием, здесь нет каких-то полированных поверхностей, поэтому часы именно вот такие инструментальные. Tool Watch. Классный, как мне кажется, вариант, если вы именно вот в такой стилистике смотрите себе часы. Давайте хронограф сбросим в ноль. Вот такие вот у нас красавчики. Ну и если вам немецкие часы кажутся излишне такими скупыми, сдержанными, то давайте посмотрим, что предлагают швейцарцы тоже в плане хронографов. И здесь, наверное, хит последних, уже многих лет. Это модель с интегрированным браслетом от Maurice Lacroix. Icon, их самая известная, самая популярная и самая желанная линейка. И Icon, да, и версии с хронографом. Давайте сейчас я пленочки сниму, и мне кажется, это одна из самых таких ярких, сочных и моделей с характером на лето. И как видите, здесь форм-фактор это классический интегрированный браслет, классический Maurice Lacroix Icon, но версии хронограф, они такие чуть более насыщенные по циферблату. Я думаю, что все прекрасно знают линейку Icon, и я думаю, у нее огромное количество фанатов, и на мой личный взгляд, Icon это, наверное, лучшая вариация и по цене, и по качеству, и по бренду, по интегрированному браслету, если мы берем что-то вне такого мега швейцарского люкса типа Audemars Piguet Royal Oak. Да? Как мне кажется, именно вот Maurice Lacroix удалось сделать что-то такое вот в этой стилистике с фирменными чертами, узнаваемыми, такой силуэт, да, при этом здесь нет какого-то заимствования или какого-то цитирования величайших брендов, да, вот культовых часов, спортивных часов с интегрированным браслетом. И у них вот это получилось. Мне кажется, Maurice Lacroix сделали лучшую версию такого спорт-интегрированного браслета, если мы говорим про среднюю ценовую категорию. В версии хронограф она также интересна. В данном случае здесь кварцевый хронограф. Давайте запустим. Соответственно, у нас здесь десятая секунды, здесь секунды, а здесь минуты. И мы видим, что есть центральная секундная стрелка, центральная минутная и центральная часовая. Хорошо разнесены, отличная читаемость, очень сдержанный, такой узнаваемый стиль.
сочетание зеркальных поверхностей с сатинированием, классический вот такой браслет от Maurice Lacroix, ну, классная модель. Icon, мне кажется, это одна из самых-самых лучших на рынке сейчас версий с интегрированным браслетом, если мы не говорим про топовые бренды из Швейцарии типа Audemars Piguet и Patek Philippe. Классно смотрится на запястье, шикарная модель. Здесь диаметр 42 мм, как мне кажется, для хронографа в самый раз. 100 метров водозащиты, так что можно плавать, не глубоко нырять в таких часах. Толщина всего 11 мм, так что, видите, на запястье они смотрятся максимально шикарно, прям роскошно. Мне чем-то напоминает вариации от Tag Heuer Carrera 90-х и 2000-х годов, но здесь именно вот в сочетании с интегрированным браслетом классно, очень круто. Стекло сапфировое, резкие грани, шикарный браслет. В своей ценовой категории, мне кажется, один из лучших, если не лучших браслетов. В общем, Maurice Lacroix с моделью Icon это такой всемирный, я бы сказал, хит. И пока что уже сколько лет прошло, а все равно удается им держать вот эту вот высоко задранную планку и оставаться на хайпе с огромным спросом. И, ну, потому что модель удачная, потому что модель классно исполнена и по адекватным ценам. Супер круто. Красота. Ну вы смотрите, а? Какая роскошь здесь. Мне кажется, что кварцевая модель, благодаря своей толщине, всего 11 мм, это прям супер хит на лето. Особенно, если вы смотрите, что такое роскошное, но вместе с тем и сдержанное. И часы, которые можно носить хоть под пиджак, хоть под футболку с шортами. Без разницы. Они отлично будут смотреться в любом варианте. Когда мы говорим про хронографы, мы, конечно, можем много про кого говорить, но без Seiko Astron мы точно не обойдемся. Потому что Seiko Astron это одни из самых крутых по отделке и самых крутых по технологиям часов на рынке. Здесь Astron SSH171J1. Ой, красота, слушайте, невероятные часы, один из самых красивых циферблатов у Seiko Astron, такие сдержанные, но при этом с такой толикой шика, супер круто. Но это Astron, давайте знакомиться более детально. Мне кажется, уже прошли те времена, когда Астроны были огромными такими оверсайз часами с перегруженными циферблатами. В последние годы Астрон это прям квинтэссенция, я бы сказал, технологий и очень сдержанного эстетичного дизайна. А я при этом сегодня отобрал одну из самых технологически сложных моделей в современной линейке Astron. И здесь, знаете, что мне нравится в этой модели? Здесь сочетаются вот как раз таки технологии и вот японский классический дизайн. Потому что японский дизайн, даже если здесь убрать логотип Seiko и надпись Astron, то в принципе он все равно будет узнаваем. Даже вот когда вы там не видите название бренда, он все равно сразу ощущается, он прям считывается. Здесь, кстати, лимитка, 1500 экземпляров на весь мир. И эти часы посвящены, ну, как всегда бывает у Seiko, у японцев, они посвящены сакуре под звездным небом, да? Сейчас же цветет сакура практически вот в эти недели. Это красиво. И поэтому здесь такой необычный фиолетовый циферблат с градиентом, с текстурой, которая напоминает следы звезд. Ну, а оттенок он напоминает у нас здесь как раз, когда цветет сакура. Ну и здесь одна из главных фишек модели — это калибр 5X83, один из самых сложных продвинутых механизмов Seiko. Здесь зарядка от солнца, автоматическая синхронизация с GPS, определяется часовой пояс практически в любой точке мира, показывается точное время без участия владельца, время в 38 городах, есть летнее время, есть режим полета для сохранения энергии. Здесь, наверное, для поклонников японской школы и конкретно Астрона это не просто кварц, а именно вот вершина японской технологической школы. И в том числе, я бы сказал, и дизайнерской, потому что здесь все дизайн-коды Seiko присутствуют. Да, вот эти объемные, рубленые, очень такие звенящие качества, здесь все есть.
Очень крутые часы и очень при этом сдержанные. Особенно вот с учетом того, что здесь такой черный цвет по корпусу и по браслету. Диаметр здесь 42 мм, так что максимально они универсальные. Высота от ушка до ушка 50 мм, толщина 12 мм, 100 метров водозащиты, сапфировое стекло. Так что, в принципе, в этих часах можно и не глубоко даже нырять. Ну, вот мое запястье 18,5, ну, красота. Ой, красиво. Они легкие, они прям воздушные. Титан, что вы хотите, да? Титан, причем со сверхтвердым покрытием, защита от царапин. Легкие, но при этом не царапаются. И это очень важно, когда у нас часы с покрытием, часы черные. Ой, красиво. Ну, Сейка умеет. Ну, Сейка любит Сей. Я не знаю, кто не любит Сейка, напишите в комментариях, почему вдруг. И здесь, конечно же, керамический безель еще есть. Технологическая роскошь такая, да, черный корпус, черный безель, черные субциферблаты на циферблате, манежи такие черные, сдержанные, объем есть, очень много рельефа, очень много воздуха, да, и при этом, несмотря на огромное количество усложнений и функций, корпус невысокий, корпус небольшой, и часы, в принципе, вот так издалека посмотреть, как будто бы обычный хронограф, но здесь супер продвинутые часы. И это здорово. Мне нравится, что Сейка идет вот именно по пути упрощения циферблатов, потому что, да, здесь много функционала, но, в принципе, вы можете этим функционалом пользоваться, но при этом в обычном режиме это как будто бы обычные такие классические повседневные часы, которые можно использовать и как часы на каждый день, также их можно использовать как часы для путешествий, командировок, потому что здесь они будут работать всегда и показывать время везде, и это здорово. Сейка, конечно, красавчики. Ну и плюс, самое главное, вы посмотрите на этот циферблат. Посмотрите на эти звенящие стрелки. И на этот корпус, на эти грани. Самураи умеют. Самураи умеют. Знаете, вот они вот так сделают, да, вот так сделают ушки, так сделают корпус, что ты просто думаешь, блин, я хочу эти часы на своем запястье, потому что они просто такие невероятные. И знаете, я раньше не был никогда фанатом Астрона, потому что это были огромные перегруженные корпусы, а вот последние несколько лет это, конечно, просто пушечное. Ну и завершить сегодняшнюю подборку мне хочется чем-то особенным. Это, знаете, если вы все еще мальчишка в душе, а может быть мальчишка и наяву, то вот мимо вот такой коллекционной модели вы точно не пройдете. Это, конечно, потрясающий комплект, который делает Фредерик Констант. У них иногда бывают лодки, яхты, автомобили в комплекте. Это потрясающе. Причем всегда очень детализировано, очень красиво, очень коллекционно. И вот эта версия, она не исключение. Винтаж, ралли, хили, хронограф, версия лимитка 1888 экземпляров для коллекционеров. Такой уникальный комплект с моделью машинки, которую приятно поставить на стол или на полку в свою коллекцию. Легендарный Остин Хилли, с ним как раз таки коллаборация. Потрясающе классно. Это прям вот такой бальзам на душу. Мне очень нравится. Это вот такой восторг, как вот у мальчишки, правда. Сколько бы тебе не было лет, мне кажется, мимо такой коллекции вот просто так не пройдешь. И здесь классно. Вариация, конкретно я вам сейчас покажу версию с синим циферблатом, с красными акцентами. Он такой небесный, с накладными метками. Красные акценты здесь у нас, плюс у нас такая пандочка идет по циферу. Хронограф на самом деле на каждый день, на повседнев, 42 мм, высота 14,5. Здесь механический хронограф, видите, Фредерик Констант. И полностью зеркальный корпус, очень аккуратный, на синем ремешке. Мне нравится эта версия, она прям такая максимально универсальная. Вот такой хронограф, который с одной стороны классический, с другой стороны он не похож ни на какие другие. Он вот такой свой, вот Фредерик Констант. И мне нравится эта версия. Мне нравится цветовое сочетание. Здесь вот прям оно очень продуманное, оно такое нежное, элегантное, под старые винтажные британские автомобили. И это, конечно, просто потрясающее впечатление. Вот здесь прям круто, что называется, круто. Очень душевно, очень приятно.
Запас хода здесь, кстати, 62 часа, механизм FC397, 27 камней, 28 800 полуколебаний в час. У этого хронографа есть еще и водозащита 50 метров, то есть попасть под дождь, руки помыть можно. Стекло сапфировое, кнопки хронографа у нас прям под педали такие, да, автомобильные. Классно сделано, ну, мне нравится. Прям вызывает всегда именно вот такие часы улыбку, передают гоночную эстетику, винтажные автомобили, и, по-моему, это здорово. Это прям именно вот такой коллекционный, подарочный и в каком-то плане именно летний, потому что такие часы, конечно же, хочется носить с коротким рукавом, чтобы смотреть на них, чтобы любоваться ими, видеть на запястье. Ну и всегда есть повод поговорить про ваши увлечения, то, что вы коллекционируете, потому что, ну, мальчишки, они, в принципе, мне кажется, в любом возрасте остаются мальчишками. Просто увлечение немножко, может быть, корректируется, меняется. В общем, вот такая подборка, такие 7 хронографов. Мне кажется, они все разные, они все необычные, они все с собственным характером. Напишите, какая из моделей понравилась вам больше. Про какой из брендов, может быть, рассказать чуть более детально, что-либо еще показать. Мне кажется, разнообразие это классно, это здорово, когда у нас есть часы из разных стран и когда есть часы разных дизайнов. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.